Вибрации Гекаты. Вибрации — это некие механические колебания, которые порождаются неуравновешенными силовыми воздействиями. Все в нашем мире вибрирует, в том числе и мы сами. Просто вибрации эти настолько эфемерны, что мы их не ощущаем. Это привычное для нас состояние. Вибрация очень сильно на нас влияет. Если человека заставить работать с постоянно вибрирующим предметом, то, скорее всего, рано или поздно у него разовьется так называемая вибрационная болезнь. Если более 3 лет человек регулярно работает на производстве с вибрирующим станком, то у него есть все шансы повредить и сердечно-сосудистую систему, и опорно-двигательный аппарат. Также проводились эксперименты, каким образом механическими вибрациями можно лечить. В опытах на крысах вибрация с определенными ускорением и частотой по 20 минут 5 дней в неделю ускорила заживление ран за счет усиления мышечной активности и микроциркуляции крови. Наиболее прогрессивная теория физики, теория струн, говорит нам о том, что все в мире состоит не просто из протонов, нейтронов и электронов, а из струн разного размера и расположения. Масса каждого тела определяется типом и частотой вибрации этих струн. Грубо говоря, от того, как вы вибрируете, с чем именно вы сонастроены, зависит в вашей жизни буквально все, от внешности и здоровья до материальных реалий. Все, что есть вокруг вас, соответствует вашей вибрации. Следовательно, если вы хотите что-то изменить и как-то эволюционировать, вам стоит задуматься о переходе на иную вибрационную частоту. Это можно сделать, например, с помощью звука. Поэтому в духовных практиках так часто используются звукоизвлекающие инструменты, оказывающие влияние на тело, поющие чаши, колокола, бубны, а есть и внутренние вибрации. По нашим сосудам все время бежит кровь, бьется сердце, передаются сигналы между нейронами головного мозга по нервным окончаниям и так далее. Все это движение, а каждое движение создает резонирующий эффект. Как бы странно это ни звучало, но всю свою жизнь мы вибрируем, и от этого никуда не деться. Само наше восприятие звука или тона определяется в первую очередь частотой его вибрации, то есть количеством полных циклов колебательного движения, совершаемых источником звука за 1 секунду. В зависимости от той или иной вибрации звуки кажутся нам приятными или неприятными. Частота мозговых волн определяется состоянием сознания. Мозг излучает волны различной длины в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся. Человек, сознание которого неспокойно, так же, как и человек, увлеченный интеллектуальной работой или общением, находится в бета-состоянии. Его мозг излучает так называемые бета-волны с частотой 12 Гц и выше. Когда вы медитируете, вы переходите в альфа-состояние 8-12 Гц. Астральное путешествие и магические практики, в идеале, конечно, это тетта-состояние 4-8 Гц. И, наконец, глубокий сон — это дельта-состояние 4 Гц и ниже. У энергии есть частота. Ее легко можно почувствовать на своем теле, если начать работу с чакрами или заняться кундалини-йогой. Энергия нижних опорных центров — копчик, низ живота, солнечное сплетение, грубоватая, плотная, очень легко ощутимая. Энергия центров, которые расположены в грудной клетке и выше, напротив, мягкая, тонкая, нежная. Можно попробовать выполнить такую практику. Сконцентрировать внимание в центре грудной клетки, представить, что в ней появился шарик, созданный из ослепительно-белого света. Шарик расширяется посредством вашего дыхания. Вы дышите, а он растет, словно внутри вашей грудной клетки медленно надувается световой пузырь. Надуйте этот пузырь до размеров баскетбольного мяча и чуть больше. Почувствуйте световое давление изнутри, на
грудь, спину, бока. Почувствуйте, как этот расширяющийся свет словно ребра ваши раздвигает. Делает грудную клетку объемной, широкой, многомерной. Посидите в этом состоянии, привыкните к нему. Представьте, что вы сами находитесь в центре вашей же грудной клетки. Вы отсюда слышите, говорите, смотрите, и все. Дальше идите в мир и живите весь день в таком состоянии. Общайтесь из этого расширяющегося света. Воспринимайте мир сквозь его сито. В конце дня проанализируйте, что произошло с вами в процессе этой практики, как изменилась интонация общения с другими людьми. Вы будете приятно удивлены и сможете на себе почувствовать, что это такое — жить на высоких вибрациях. В другой день можно забраться еще выше. Представьте, что над вашей макушкой висит все тот же шарик, созданный из ослепительно-белого света. Весь день мысленно держите его над своей головой, особенно во время общения с другими людьми. Если получится, представьте, что ваша голова растет вверх и сливается с этим шариком. Вечером также проанализируйте ощущения. Понравилось ли вам жить в состоянии, в котором все время пребывают отшельники, практикующие монахи и блаженные. Работа с верхними центрами очень полезна, потому что у большинства горожан они заблокированы, а это ведет к неприятным последствиям. Если верхние чакры закрыты, то энергия нижних чакр застаивается и нуждается в периодическом сбросе. Это может быть эмоциональный выброс, проявление агрессии, скандал. Это может быть осознанный эмоциональный выброс, намеренный агрессивный спорт для сброса этой энергии. Это лучше, чем неуправляемые выбросы. Наше тело живет в режиме самоочищения, выбрасывает лишнее, грязное, застоявшееся, чтобы человека эта энергия не сгубила. Если такую энергию подавлять, это приводит к разным заболеваниям физического тела. Естественно, управляемый выброс, спорт или, как рекомендовал Ошо, избиение подушки и прочие практики сброса намного лучше, чем спонтанный. Это уже шаг на пути к осознанию. Подумайте, в какой опорной точке вы живете постоянно. Высокие вибрации — это такой энергетический обмен с миром, когда вы стремитесь к расширению через отдавание. Вы постоянно отдаете свою энергию, ничего взамен не требуя. Понижают вибрации, машинальность, мертвая еда, застоявшиеся воды, когда организм не промывается достаточным количеством свежей хорошей воды, чрезмерная социальность. Повышают вибрации, нахождение в альфа- и тета-состояниях, медитация, живая растительная еда, живая родниковая вода, осознанность. Вибрация, которую вы создаете в своем теле, может быть не абстрактной, а привязанной к какому-то магическому каналу. На ритуалах не зря вибрируются имена богов. Это очень древний метод жреческого произношения текста. Вибрация. Звать Бога по имени так, чтобы имя звенело в груди, точно колокол, физически прописывалось в теле. Когда мы ловим волны канала Гекаты, мы сонастраиваемся с ее вибрациями. Могу посоветовать очень полезное упражнение — сонастройку ваших вибраций с вибрациями Земли. У этого упражнения есть приятный побочный эффект. Это самое простое и эффективное запитывание силой, которое может быть. Лучше выполнять его босиком на живой земле, но если такой возможности нет, можно и на полу. Утверждаем ступни на земле. Ловим границу между кожей и землей. Это не так просто, как кажется. Концентрируем все внимание на той плоскости, где заканчивается наше тело и начинается поверхность земли. Затем стараемся раздвинуть чувственность и чувствовать землю. Представляем, как бьется сердце земли, вибрирует земное ядро. Ловим всеми ступнями и начинаем поднимать вибрацию по телу к макушке. Можно помогать себе вибрирующим звуком «м». Ступни для этой практики можно подготовить специально. И вообще для мага очень полезно каждое утро начинать с работы над ступнями. Разотрите их, сделайте самомассаж, походите по ледяной воде.
Я кладу включенный душ с холодной водой на дно ванны шагов, представляя, что иду по горному ручью. Купите в спортивном магазине специальный шарик для миофасциального массажа и ступнями поочередно покатайте его по полу. Есть также коврики, имитирующие каменную дорожку. Если вы живете в городской квартире, очень полезно обзавестись таким. Ну и, конечно, я считаю, что прекрасное средство для повышения чувственности — гвозди. Доска садху с гвоздями. Если вы новичок, берите доску с маленьким шагом. Это практика, которая поможет и телу, и духу. А можно настроиться и на вибрации другого человека. В этом суть энергетического просмотра. Это состояние очень сложно поддается описанию, но я попробую. Сперва вытягиваете в свое поле фантом человека. Для этого представляете его во всех визуальных подробностях: поры кожи, линия роста волос, брови, взгляд, и делаете картинку объемной благодаря включению всех органов чувств. Как человек пахнет, как звучит его голос, каковы тактильные впечатления от прикосновения к его коже и волосам. Чувствуете, как бьется сердце человека. Сердечный ритм — это уникальная пульсация, по которой о человеке можно сказать очень многое. Попробуйте почувствовать чужую вибрацию, впустить ее в свое поле. После этого открывается и информационный канал. О человеке начинает приходить информация. Но вернемся к вибрациям Гекаты. Мы уже говорили о том, что этот магический канал существует на разных частотах, и вы можете использовать музыкальные инструменты в своем магическом ритуале, чтобы облегчить свое попадание на волну нужной частоты. Колокола разного диаметра, поющие чаши, бубны. Колокольный звон вообще очень быстро погружает человека в глубокое состояние. У многих практики колокольного звона ассоциируются исключительно с православием, но это просто от незнания матчасти, ведь христианство на каких-то этапах вообще считало такой звук проявлением бесовщины. История колокола насчитывает более 4000 лет. Первые колокола появились в Китае приблизительно в XVII веке до нашей эры. И в Поднебесной же появился первый музыкальный инструмент, состоящий из множества колоколов. В Европе тоже изобрели такой инструмент и назвали его карильон. Правда, произошло это на 2000 лет позднее. И в дохристианских языческих практиках, и в христианской Европе у колокола была в том числе и очищающая роль. Считалось, что колокольный звон отгоняет нечистую силу. Кстати, отсюда пошел обычай привязывать бубенчики на шеи коров и лошадей, чтобы черти в поле не донимали животину. В этом есть доля истины. Если забыть о мифе и посмотреть с чисто биоэнергетической точки зрения, звон колоколов включает в работу ваши верхние центры, но в то время как распознавание и работа с энергией, которую принято обозначать нечистой силой, идут на нижних центрах, от солнечного сплетения и ниже. Если в правильном состоянии слушать колокольный звон, он может вымыть, то есть вызвонить из вас весь негатив. Символически колокол — это объединение мужского и женского начал. Его форма намекает на мужской принцип, ведь большинство колоколов вытянутые. С другой стороны, любой колокол — это чаша, что уже символизирует женский принцип. Для ритуальной работы очень часто используют вызывательные колокольчики. Это тоже реверанс древности. Во многих культурах звук колокола считался созвучным с изначальным звуком, из которого был рожден наш мир. В принципе, вызывательный колокольчик может быть любым. У меня их несколько. Для работы с каналом Гекаты я использую 2 колокольчика. Серебряный с нежнейшим голосом, с ним работаю, когда мне нужно присоединиться к энергии верхнего потока Гекаты. И еще один побольше.
Я его прикапывала на кладбищенском перекрестке на 9 ночей, а потом проводила с ним специальную магическую работу. В традиции западной церемониальной магии колокольчик фигурирует практически в каждом ритуале. Им обозначается числовой код, которому ритуал соответствует. Каждый ритуал проводится на волне символизма одной из планет. У каждой планеты есть свое число. Земля — 10, Луна — 9, Меркурий — 8, Венера — 7, Солнце — 6, Марс — 5, Юпитер — 4, Сатурн — 3. Так что, открывая храм, маг звонит в колокольчик определенное количество раз. Геката — это, соответственно, 9 или 3 звоночка. А еще есть универсальное число — 11, как соединение макрокосма и микрокосма. 6 плюс 5. Если не знаете, сколько раз звонить, звоните 11, не ошибетесь. Также колокольчик можно использовать непосредственно в вызывательной части, когда читаете воззвание или выполняете дыхание силы. Это уже отсылка к шаманским методам магической работы. Выбирайте колокольчик по тону, в зависимости от того, с какой частотой волны хотите соединиться. Чем выше частота, тем тоньше должен быть звук. При работе с гекатой, как с мультичастотным каналом, можно использовать несколько колокольчиков, подбирать в зависимости от диапазона, с которым вы сонастраиваетесь. У звонарей есть даже профессиональный жаргон относительно колоколов с разным звуком. Самые басовитые они называют медведями. Только вот дома такой не заведешь. Он должен быть объемным, чтобы издавать гул такой частоты. А колокола с мягким бархатным звучанием зовут красными. Колокольным звоном можно лечиться. В древности колокола поэтично называли молитвой в бронзе. Колокольный звон и правда оказывает измеримое физиологическое воздействие на тело человека. И делать-то для целительного сеанса особо ничего не надо. Просто открыть макушку и принимать звуковую волну в себя, словно пить макушкой колокольный звон, а потом свободно распределять его по телу или локально отправлять к больному месту. Поющие чаши — те же домашние колокола, тоже допустимо использовать в ритуальных работах гекаты. Поющие чаши вызывают особенные ощущения в анахате, и использовать их лучше во время практик гекаты земной и целительских практик в канале. Если же вам надо сонастроиться с духами подземными и со свитой богини в целом, бубен вам в помощь. Универсальный шаманский инструмент, который можно включить и в такую работу, хотя, понятное дело, в классических первозданных ритуалах гекаты никакие бубны не фигурировали. Бубен — это не совсем обычный магический инструмент. Колокольчик можно назвать атрибутом, но бубен — это практически одушевленное существо. Практик относится к своему бубну не как к инструменту, а как к духу. Очень часто в бубен заселяется дух или волна духов. Бубен сопоставим с ваханой. Это и крылатый конь, на котором путешествует практик, и не только конь. Бубен символизирует то животное, из шкуры которого сделано его полотно, и ангел, уносящий на крыльях вверх, и лодка Харона, пересекающая бездну. Этот мистический инструмент был создан примерно во II веке до нашей эры и быстро получил популярность, как вирус, распространился по всем континентам. У бубна есть одновременно и защитная функция. Духи, в нем содержащиеся, защищают шамана. Бубен — это отдельное существо, не просто инструмент. Хороший бубен всегда одушевлен. У шамана может быть несколько бубнов для разных нужд. Иногда шаман провожает бубен на покой, отдает его священному огню или оставляет в лесу. В некоторых культурах после смерти шамана его бубен рвут, а лоскутками украшают могилу. К бубну прилагается колотушка, и это отдельный магический атрибут, тоже одушевленный. В некоторых культурах шаман сперва работает только с колотушкой, а уже потом приходит к бубну.